1 апреля 2026 года НАСА запустила Артемис-2, первая пилотируемая миссия вокруг Луны за более чем 50 лет. 4 астронавта, 10 дней в космосе, 1000 официальных фотографий, опубликованных агентством для всего мира, и почти сразу после публикации этих снимков в интернете появился один и тот же вопрос. Не от одного человека, не от десятка, от миллионов людей по всему миру, на десятках языков, в тысячах комментариев под официальными публикациями НАСА. Где спутники? На ни одной фотографии с миссии не видно ни одного из тысяч спутников, которые якобы вращаются вокруг Земли. Пустой космос, чистая чернота. И планета. Только планета. Сегодня мы разбираем этот вопрос полностью, без конспирологии, без фантастики, только физика, оптика и реальные цифры, которые окажутся намного более удивительными, чем любая теория заговора. Если тебе интересны такие темы, подпишись и поставь лайк, это очень помогает каналу. А в конце напиши в комментарии, что тебя впечатлило больше, то, что спутников не видно, или то, насколько маленькой выглядит Земля из космоса. Очень интересно будет почитать ответы. Итак, 1 апреля 2026 года. Стартовый комплекс 39B космического центра Кеннеди во Флориде, ракета-носитель Space Launch System, самый мощный из когда-либо построенных НАСА, стоит на стартовом столе и ждет. В 18:35 по восточному времени она уходит в небо. На борту капсулы Орион, которую экипаж назвал Integrity, то есть целостность, 4 человека. Командир миссии Рид Вайзман, пилот Виктор Гловер, специалисты миссии Кристина Кох и Джереми Хансен из Канадского космического агентства. Это первый пилотируемый полет за пределы низкой околоземной орбиты с 1972 года. 54 года. Целое поколение. И вот, наконец, люди снова летят к Луне. За 10 дней миссии экипаж преодолел 694 481 милю и достиг максимального расстояния от Земли в 252 756 миль. Это новый рекорд. Дальше от Земли люди не заходили со времен экипажа Аполло-13 в 1970 году, который установил свой рекорд совершенно случайно, в ходе аварийной ситуации. 6 апреля, во время облета Луны, произошло нечто, чего не ожидал никто из зрителей на Земле. Орбита Орион прошла так, что Луна оказалась точно между кораблем и Солнцем. Полное солнечное затмение. Видимая с борта корабля на расстоянии 250 000 миль от Земли, корона Солнца, тонкий белый ореол вокруг черного диска Луны. Венера как яркая точка рядом. Земля – голубое свечение в черной пустоте вдали. Фотографии этого момента облетели весь мир. Они стали одними из самых впечатляющих снимков в истории космонавтики. И именно тогда люди начали смотреть на эти фотографии внимательнее и задавать вопрос. Земля на снимках есть, Луна есть, звезды есть, абсолютная чернота есть, спутников нет, ни одного. Прежде чем отвечать на вопрос, почему их не видно, нужно разобраться, сколько их вообще есть. Потому что многие люди не осознают реального масштаба того, что сейчас находится на орбите. И когда они узнают реальные цифры, вопрос становится еще более острым. 50 000 объектов и ни одного на фото? Как это вообще возможно? Давайте начнем с самого начала. Сегодня вокруг Земли вращается более 9000 активных спутников. Это аппараты, которые прямо сейчас работают, передают сигналы, фотографируют поверхность, отслеживают погоду, обеспечивают навигацию. 9000 работающих машин над нашими головами прямо в эту минуту. Но это только активные. Если добавить неактивные спутники, те, что вышли из строя, но остались на орбите, картина меняется, их тысячи. Они больше не работают, они не отвечают на команды, их никто не контролирует, но они продолжают лететь по своим орбитам, потому что в космосе нет воздуха, который бы их замедлил, нет трения, нет сопротивления. Мертвый спутник будет летать годами и десятилетиями после того, как его батареи разрядятся и электроника выйдет из строя. Дальше отработавшие ступени ракет. Каждый раз, когда в космос отправляется полезная нагрузка, части ракеты-носителя остаются на орбите. Верхние ступени, переходники, обтекатели, они тоже летают, они тоже учитываются. И, наконец, обломки. Фрагменты спутников, которые столкнулись или взорвались. Фрагменты ракетных ступеней, отвалившиеся детали, потерянные инструменты. Да, на орбите до сих пор летает инструментальная сумка, которую астронавтка выронила во время выхода в открытый космос в 2008 году. Военные испытания противоспутникового оружия. Несколько стран в разные годы уничтожали собственные спутники ракетами, создавая тысячи новых обломков.
В итоге более 50 тысяч отслеживаемых объектов, и это только те, которые достаточно велики, чтобы их можно было отследить с Земли радарами. Объекты размером меньше 10 сантиметров система слежения не видит вообще. Таких по оценкам сотни тысяч. Только группировка Starlink компании SpaceX насчитывает более 6 тысяч аппаратов и продолжает расти. Каждые несколько недель SpaceX запускает очередную партию из нескольких десятков спутников. К концу десятилетия планируется довести группировку до 42 тысяч аппаратов. Только Starlink. 50 тысяч объектов. Это огромная цифра. Кажется, что небо должно быть буквально набито ими. Кажется, что невозможно сфотографировать Землю из космоса и не поймать в кадр хотя бы один спутник, особенно с расстояния, где видна вся планета целиком. Но именно здесь начинается самое интересное, потому что интуиция нас обманывает. И вот почему. Давайте разберем 3 причины, почему спутники не видны на фотографиях из космоса. Все 3 независимы друг от друга. Каждая из них сама по себе является исчерпывающим объяснением. Вместе они делают присутствие спутников на фото физически невозможным при стандартной съемке. Причина первая – размер. Средний спутник на низкой орбите – это объект размером от холодильника до небольшого автобуса, скажем, от 5 до 10 метров в длину. Это кажется не таким уж маленьким, холодильник вполне ощутимый предмет, автобус – большой объект, который трудно не заметить на улице. Но все дело в расстоянии. Стандартная низкая орбита находится на высоте от 200 до 2000 километров. Орбита Международной космической станции – 400 километров. Чуть больше расстояния от Москвы до Санкт-Петербурга, только не по горизонтали, а строго вверх. На этом расстоянии объект размером 10 метров – это ничто, абсолютно ничто. Давайте посчитаем конкретно. Угловой размер объекта в небе – это отношение его физического размера к расстоянию до него. 10 метров делить на 400 километров, то есть на 400 тысяч метров. Получаем угловой размер в 1/400000 радиана. Это примерно 0,15 угловой минуты. Человеческий глаз различает объект угловым размером не меньше 1 угловой минуты. Спутник на орбите МКС в 600 раз меньше того, что способен увидеть человек невооруженным взглядом. А камера? Цифровая камера разрешает объект угловым размером примерно равным размеру 1 пикселя. На стандартной фотографии Земли с орбиты 1 пиксель соответствует сотням метров поверхности. Спутник размером 10 метров – это в лучшем случае 1/20 пикселя. Он тонет в шуме матрицы, как капля краски в океане. Представьте, что вы стоите на одном конце большого стадиона. Длина поля 100 метров. Вы пытаетесь разглядеть комара, который сидит на газоне у противоположных ворот. Именно такое соотношение размера и расстояния мы имеем, когда речь идет о спутнике на орбите. Комар существует, он там, но сфотографировать стадион и увидеть на снимке комара физически невозможно. Теперь добавим еще один уровень сложности. МКС – Международная космическая станция. Это самый крупный искусственный объект в космосе. Ее размер – 109 метров в длину и 73 метра в ширину. Она размером с футбольное поле. Это в 10-20 раз больше обычного спутника. На фотографиях Земли, сделанных с расстояния нескольких тысяч километров, МКС занимает несколько пикселей. Ее можно найти на снимке только если точно знать координаты и специально ее искать. И это самый большой объект на орбите. Обычный спутник, холодильник или автобус на высоте 400 километров просто исчезает. Физически, математически, неизбежно. Причина вторая – выдержка камеры и скорость движения. Это еще более фундаментальная причина, о которой обычно не говорят в популярных объяснениях, а она, пожалуй, самая важная. Начнем с азов фотографии. Любая камера, пленочная или цифровая, профессиональная или телефонная, работает по одному принципу. Затвор открывается на определенное время, свет попадает на матрицу или пленку, затвор закрывается. Время, пока затвор открыт, это и есть выдержка. Если объект во время открытого затвора движется, он смажется. Чем быстрее движется объект и чем длиннее выдержка, тем сильнее смаз. Именно поэтому при съемке спортивных событий используют короткую выдержку, тысячные, даже десятитысячные доли секунды, чтобы заморозить движение. Теперь, когда вы фотографируете Землю из космоса, ваш главный объект очень яркий. Дневная сторона планеты отражает около 30% солнечного света. Облака отражают еще больше, до 90%. Это очень высокая яркость. Чтобы получить правильно экспонированный снимок без пересвета, нужна очень короткая выдержка. Обычно от 1/500 до 1/2000 секунды. Теперь вспомним о спутниках.
Спутник на низкой орбите движется со скоростью около 8 км в секунду. Это первая космическая скорость. Минимальная скорость, которую нужно иметь, чтобы оставаться на орбите. На этой скорости гравитация уравновешивается центробежной силой, и объект продолжает падать по кривой, которая никогда не пересекает поверхность планеты. 8 км в секунду. Это 28 800 км в час. Для сравнения, пассажирский самолет летит со скоростью 900 км в час. Спутник движется в 32 раза быстрее. За 1/2000 секунды, за время типичной выдержки при съемке освещенной Земли, спутник перемещается на 4 метра. Это больше его собственного размера. За время, пока затвор открыт, спутник пролетает расстояние, равное его длине. На фотографии это дало бы смазанный след, но след настолько короткий и тонкий, что он составит меньше 0,1 пикселя. Он просто не отобразится. Чтобы увидеть спутник на фотографии, нужна длинная выдержка – несколько секунд. За это время спутник пролетает десятки километров и оставляет на снимке длинную яркую полосу. Именно так их и фотографируют астрономы с Земли ночью. Красивые белые штрихи, пересекающие звездное небо. Это и есть спутники на длинной выдержке. Но при длинной выдержке дневная сторона Земли сгорит в пересвете полностью. Матрица получит в 1000 раз больше света, чем может обработать. Снимок будет белым прямоугольником, вся информация будет потеряна. Вы не можете одновременно сделать четкий снимок освещенной Земли и увидеть на нем спутник. Это физически невозможно при одних и тех же настройках камеры. Нужно выбирать одно из двух. Астронавты выбирают Землю, потому что именно ради этих снимков они летели. Причина третья. Распределение в пространстве. Это, пожалуй, самое контринтуитивное объяснение, потому что наш мозг плохо работает с большими числами и еще хуже с большими объемами. 50 тысяч объектов звучит как очень много, особенно если представить их все висящими над головой. Но давайте посмотрим на объем пространства, в котором они распределены. Орбитальное пространство вокруг Земли – это не тонкая пленка у поверхности. Нижняя граница около 200 километров, где атмосфера еще достаточно плотная, чтобы быстро тормозить спутники. Верхняя граница – геостационарная орбита на высоте 36 тысяч километров, где спутники вращаются синхронно с вращением Земли. Между ними 35 800 километров орбитального пространства. Земля имеет радиус примерно 6371 километр. Сфера, включающая все орбитальное пространство до геостационарной орбиты, имеет радиус около 42 тысяч километров. Объем этой сферы почти 300 миллионов кубических километров. Минус объем самой Земли остается около 270 миллионов кубических километров орбитального пространства. 270 миллионов кубических километров. И в этом пространстве 50 тысяч объектов. Разделим 270 миллионов кубических километров на 50 тысяч объектов. Получаем 5400 кубических километров на каждый объект. Куб со стороной 17 километров – это пространство, которое приходится на один спутник или обломок. 17 километров в каждую сторону – пустота. Ближайший сосед в среднем на расстоянии многих километров. Теперь поле зрения камеры. Когда астронавты Артемис-2 фотографировали Землю с расстояния, допустим, 10 тысяч километров, объектив видел конус пространства угловым размером несколько градусов. Это узкий взгляд. Это не панорама. Это конкретное направление, как смотреть в трубочку. В этот конус попадает ничтожно малый процент всего орбитального пространства, и в нем статистически 0 объектов, иногда 1, который при этом меньше пикселей и движется быстрее пули. Вот простая аналогия, чтобы это прочувствовать. Возьмите пустой Олимпийский стадион, 20 тысяч квадратных метров поверхности. Бросьте туда случайным образом 50 мелких камешков, размером с горошину. Теперь возьмите соломинку и посмотрите через нее в случайную точку пола. Какова вероятность, что вы увидите горошину? Практически нулевая. Горошины есть, их 50, но стадион огромный, а соломинка узкая. Именно это происходит, когда вы смотрите на фотографию Земли и не видите спутников. Теперь добавим еще один нюанс, который обычно забывают. Фотографии Артемис-2 сделаны не с низкой орбиты, где концентрация спутников наибольшая. Они сделаны с расстояний от десятков тысяч до сотен тысяч километров. На этих расстояниях низкоорбитальные спутники находятся между камерой и Землей. Они в поле зрения, но они еще меньше, чем на снимках с низкой орбиты. И их плотность в поле зрения еще ниже.
Геостационарные спутники, те, что висят на высоте 36 тысяч километров, теоретически могли бы попасть в кадр на некоторых снимках Артемис-2, но и они не видны. По тем же причинам: угловой размер меньше пикселя, короткая выдержка, огромное расстояние между ними. Три независимые физические причины. Размер меньше пикселя. Скорость, делающая объекты невидимыми при нужной выдержке. Расстояние в сотни километров между объектами в поле зрения. Любой из трех уже закрывает вопрос полностью. Все три вместе делают присутствие спутников на фото абсолютно математически, физически невозможным. Физика не заговор, оптика не обманывает. И НАСА ничего не скрывает, потому что скрывать нечего. Спутники есть, их не видно. Это нормально. Но теперь самое важное. И это та часть, которую большинство людей пропустили, пока обсуждали отсутствие спутников. Что же на самом деле показывают фотографии Артемис-2? 6 апреля 2026 года во время облета Луны экипаж Артемис-2 сфотографировал то, что до них видели лишь 24 человека за всю историю человечества. Астронавты миссии Аполло с 1968 по 1972 год. И больше никто. 54 года. Никто. Земля, садящаяся за горизонт Луны. Голубая планета с белыми облаками, медленно опускающаяся за серый кратерированный лунный обрем. Абсолютно черное небо. Ни атмосферы, ни рассеянного света, ни привычной голубизны. Только планета и пустота. Это называется Earthset. Земля садится. Как закат Солнца, только вместо звезды садится планета. И наблюдает этот закат 4 человека, стоящие на расстоянии 250 000 миль. На другом снимке корабль Орион, Луна и Земля одновременно в одном кадре. Фотография сделана камерой, установленной на солнечной панели корабля. 3 объекта. Корабль с 4 людьми на борту, крошечный металлический цилиндр в бесконечной темноте. Луна, серый мертвый мир без атмосферы, без воды, без звука. И Земля, маленькая голубая точка в углу кадра. Все, что когда-либо существовало в человеческой цивилизации. Все 7,5 миллиардов человек. Все города, все леса, все океаны, все войны, все книги, все искусство, вся история. В одной маленькой точке на краю снимка. Вот что на самом деле видно на этих фотографиях. И именно здесь появляется деталь, которая должна остановить каждого, кто смотрит на эти снимки. Тонкая голубая линия. На фотографиях Земли с больших расстояний, с лунной орбиты или с расстояния 250 тысяч миль, видна тонкая голубая полоска на краю планеты. Едва заметная, тончайшая. Она светится против черного фона космоса. Это атмосфера, слой воздуха, который окружает Землю. Тот самый воздух, которым мы дышим, который создает давление, без которого кровь закипит при температуре тела, который защищает нас от солнечной радиации озоновым слоем, который сжигает большинство метеоритов, прежде чем они достигнут поверхности. Единственное, что отделяет все живое на Земле от абсолютного вакуума космоса. Толщина этой линии относительно размера планеты, как кожура яблока относительно самого яблока. Это не метафора и не поэтическое преувеличение. Это точное геометрическое соотношение. 90% атмосферы сосредоточено в первых 16 километрах над поверхностью. Земля имеет диаметр почти 13 тысяч километров. 16 километров от 13 тысяч – это чуть больше 0,1%. Тоньше любой кожуры. Тоньше слоя краски на глобусе. Тоньше листа бумаги, если масштабировать пропорционально. Кислород, которым вы дышите прямо сейчас, находится в слое толщиной 16 километров на поверхности планеты диаметром 13 тысяч километров. Если бы Земля была яблоком в вашей руке, атмосфера была бы тоньше лака, которым это яблоко покрыто на складе. Именно это видели астронавты Артемис-2 каждый раз, когда смотрели в иллюминатор. Не бескрайний воздушный океан, который мы привыкли воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Тончайшую пленку. Едва заметную полоску между жизнью и абсолютной пустотой. Крис Хэтфилд, астронавт, который провел на МКС несколько экспедиций и стал одним из самых известных популяризаторов космонавтики, говорил об этом много раз. Он говорил, что самое пугающее в космосе не открытый вакуум, не радиация, не изоляция. Самое пугающее – это понимание, насколько тонкий слой защищает тебя, когда ты находишься внутри, и насколько тонкая полоска отделяет все человечество от смерти, когда смотришь снаружи. Экипаж Артемис-2 видел это не с 400 километров, как с МКС. Они видели это с расстояния в 250 000 миль.
С этого расстояния атмосфера буквально едва заметная голубая рябь на краю маленького шара. Ее почти не видно, она почти исчезает. Именно поэтому астронавты возвращаются измененными. Не потому, что видели что-то тайное, не потому, что узнали какой-то секрет, а потому, что видели правду, которую невозможно передать словами и невозможно забыть, увидев. Планета маленькая, атмосфера тонкая, космос бесконечный. И посередине всего этого крошечный металлический шарик с 4 людьми внутри, которые смотрят на свой дом издалека и понимают кое-что, чего никогда не понимали раньше. Итак, подведем итог. Где спутники на фотографиях Артемис-2? Они есть, их 50 тысяч. Они летят прямо сейчас, над вашей головой, над всеми нами. Starlink, GPS, метеорологические спутники, военные разведчики, научные обсерватории, телекоммуникационные ретрансляторы. Они работают каждую секунду каждого дня. Но они меньше пикселя на снимке. Они движутся со скоростью 8 км в секунду и при нужной выдержке камеры становятся невидимыми. Они распределены в пространстве, где расстояние между соседями сотни километров. Увидеть их на стандартной фотографии физически невозможно. Так же, как невозможно увидеть молекулы воды, глядя на океан. Вода есть, молекулы есть, они там. Но вы видите волны, не молекулы. Физика не заговор, оптика не обманывает. И отсутствие спутников на фото – это не доказательство никакой конспирации. Это доказательство того, что космос работает именно так, как описывают учебники физики. Но настоящий вопрос, который ставят эти фотографии, не о спутниках. Он о том, насколько хрупкой и одинокой выглядит Земля с расстояния 250 тысяч миль. Он о тонкой голубой линии, которую едва видно на краю снимка. Он о том, что 4 человека смотрели на этот снимок не с экрана компьютера, а своими глазами, в реальном времени, находясь там. Артемис-2 побил рекорд расстояния от Земли, установленный Аполло-13 в 1970 году. И фотографии, сделанные во время этой миссии, самый честный взгляд на нашу планету, который человечество получило за полвека. Следующая миссия, Артемис-3, запланирована на 2028 год. Впервые за 56 лет люди ступят на поверхность Луны. И снова будут сделаны фотографии. И снова кто-то спросит, где спутники? Теперь ты знаешь ответ. И знаешь, что настоящий вопрос совсем другой. Если это видео было полезным, поставь лайк и подпишись. А в комментариях напиши, тебя больше впечатляет то, что спутников не видно, или то, насколько маленькой выглядит Земля. Это один из тех вопросов, где ответы делятся примерно поровну, и каждый ответ говорит кое-что интересное о том, как человек смотрит на мир.